В данном видео будет два интересных нововведения. Одно из них вы сейчас видите на экране. Наш исследовательский центр разработал и открыл новую модель восприятия поведения человека. Она называется нейрофасциальная модель поведения. Соответственно, благодаря этому можно достичь результатов, которые опережают не то, что там на чуть-чуть, а принципиально, скачкообразно. То есть мы воздействуем не на симптомы, не на следствие, а на причину, фасцию, поверхностную фасцию в нашем организме. Благодаря этому сразу же идет проработка на 3 уровнях. На психическом, боль в теле, осанка и также эстетический уровень. То есть это всякие целлюлиты, морщины, варикоз. То есть поймите, вот сейчас попытаюсь вам объяснить. То есть вы воспринимаете человека как разрозненные детали. То есть это не ваша вина, просто современный мир вот дошел до такого абсурда, что здоровье не воспринимается как комплексно, целостно, а воспринимается как 20 зон. Кардиолог, гастроэнтеролог, нефролог, венеролог и так далее. То есть разделили по зонам. Также психику взяли, отделили от тела и засунули отдельно. А эстетику оставили косметологам, мейкап-специалистам и хирургам, которые там делают подтяжки и так далее, и так далее. А теперь смотрите, магия. Представляете, вот это все, вот эти 3 сферы, они все объединены одним словом, которое называется фасция. И вот это вот первое нововведение, которое будет в каждой серии, это будет что-то вот такое фантастическое. То есть то, что кажется для классического понимания недоступно, и то, что получается буквально за 2-3 недели работы по нашей нейрофасциальной модели. В частности, вот эти вот ноги, которые в таких сеточках, в синеньких вот этих всех штуках, это между ними разница буквально в 2 недели. Второе нововведение я вам расскажу чуть позже, ближе к концу ролика. Там же дам контакты нашего исследовательского центра, официальный сайт и так далее, и так далее. Сейчас давайте к делу перейдем. Итак, поехали. Поверхностная и глубокая фасция, функциональные различия. В рамках современной фасциальной науки все более отчетливо проводится различие между поверхностными и глубокими слоями фасциальной системы, обусловленное не только анатомическими, но и функциональными особенностями этих уровней. Несмотря на их непрерывную связь, поверхностная и глубокая фасция выполняют различные роли в регуляции телесных процессов и обладают разной степенью вовлеченности в сенсорные и адаптационные реакции организма. То есть вот здесь начинается по-настоящему интересно. Вот здесь ломаются копья, понимаете? То есть вся та критика, все то непонимание со стороны людей, которые можно увидеть в комментариях и вообще постоянно вот вокруг такое: да что вы делаете новое, да что вы открыли, мы тут миофасциальный релиз, мы тут работаем с висцеральными массажами, то есть мы и вот так далее. Вы не понимаете, ребят, смотрите, есть 2 типа фасции. Поверхностная, она находится прямо под кожей нашей. Вот идет кожа, дальше поверхностная фасция, мышцы и кости. А вы говорите постоянно о глубинной фасции. И вы не понимаете, что идет слишком большая разница вообще в устройстве, функциональности, в том, для чего и как это работает. Это как бы, знаете, вот по сути одно слово фасция. Но я бы вообще разделил бы их как-то. И под словом фасция называл бы вот именно поверхностное. А глубинную как-то бы вот выдумал бы другое слово. Но, к сожалению, вот есть как есть. То есть почему я утверждаю, что именно вот поверхностная фасция — это та фасция, которая как бы должна быть вот настоящей фасцией. Потому что творец, там, природа или вот то, что та сила, которая нас создала, она нам дала 2 вещи. Она нам дала пальцы. У единственного живого существа у нас именно настоящие разумные пальцы. И она нам дала поверхностную фасцию. То есть поверхностная фасция — это то, что находится, вот оно, прям, понимаете? Вы поднимаете, и вот оно сразу же. Вот это поверхностная фасция. То есть вот кожа, и там дальше идет поверхностная фасция. То есть по сути они даже вот когда ты будешь там что-то воздействовать, ты не можешь отдельно как бы прям на кожу и отдельно на поверхностную фасцию. Это по сути как бы, скажем так, по коже, да, происходит. И это как бы единственный уровень поверхностный, который ничем не защищен, и он нам доступен как оператору, понимаете? Это вот как компьютер. Тебе недоступна внутри материнская плата, тебе недоступна процессор. Это глубинное, туда не лезть. Но тебе доступна мышка и тебе доступна клавиатура. Именно для воздействия вот с этим слоем. Вот то же самое с поверхностной фасцией. То есть тебе дали возможность с этим работать, потому что глубинное, оно спрятано за грудной клеткой, она в глубине. Ты не можешь проткнуть себя, там, разрезать, проткнуть и начать воздействовать. Тебе там не рады. То есть там ты, если так сделаешь, это будет как операция, это будет очень серьезно, травматично и плохо. Но тебе дано всегда, каждому человеку, как автослесарю, тебе дано работать право со своей поверхностной фасцией. И воздействуя, самое главное, воздействуя на поверхностную фасцию, ты достигаешь любых других слоев, потому что оно работает по принципу прорастания слоев.
Кожа, поверхностная фасция, мышцы, кости. Тебе не нужно лезть в кости напрямую, не нужно быть костоломом, это бессмысленно. Я вам об этом рассказывал в предыдущей серии, потому что это так не работает, потому что тебе дано именно сверху вниз. Если ты хочешь убрать проблематику, она тоже убирается сверху вниз, отогревая слой за слоем. Идем дальше. Поверхностная фасция анатомически располагается непосредственно под кожей и тесно связана с подкожной жировой клетчаткой, поверхностными сосудами и нервными структурами. То есть, смотрите, это нам очень на руку, вот эта вот роль ее, вот такая верхняя с структурами, со всеми вот этими, именно для нашего визуала. То есть, например, видите, у меня очень-очень гладкая такая натянутая кожа. То есть это не потому, что мне там как-то генетически дано, или не потому, что я там какие-то косметологические процедуры, там спа. Я это вообще, я такого мнения, что мужчина это мужчина, и не притронусь я никогда ни к чему. То есть какой есть, такой есть. Мне там предлагали в личку и волосы пересадить, и все что угодно. Мне это не интересно. Я даже когда хожу на массаж, там никакие там ни уколы, ничего вот это вот не делаю. То есть тогда почему вот такое оно как бы вот натянутое и свежее? А потому что состояние вот этой вот как бы визуального вида, эстетического вида, он зависит от одного главного фактора, который называется фассальный кокон. Давайте я вам покажу наглядно, как это выглядит. Вот смотрите, это скелет человека, да, поверх него идет всегда вот мышечный корсет, и вот сверху этого мы добавляем слой поверхностной фасции. И вот что у нас получилось. И получилось у нас то, что если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело, шея, лицо и так далее, выглядело натянуто, молодо и красиво, то вам нужно, чтобы все, начиная снизу, вот так вот вверх, было без залипаний. Потому что вот представьте, смотрите вот сюда. Вот допустим, если у вас в бедре вот здесь залипло, и вот здесь вот на икре залипло, если у вас вследствие там сексуальных зажимов ягодиц залипли, если у вас вследствие психотравм, там инстинкта подавленного власти, у вас вот здесь проблематика на пояснице и так далее, то вот сюда сверху доходит уже сморщенная натяжка, перекошенная. То есть это то же самое, смотрите, да? Вот смотрите, вот футболочка. Вот видите, она идет как бы вот в обтяжку, но хорошо, свободно. То есть как бы не прям как комбинезон такой, знаете, водный для плавания. Нет, то есть вот есть место. А теперь представьте, что вот, например, здесь вот так вот оно взяло. То есть видите, когда оно здесь сжало эту ткань, у вас сразу же автоматически будут вот тут перекосы, вот тут, вас как бы развернет так и так далее. То есть вот это все является нашей там осанкой, вот этими всеми следствиями, которые вы вообще даже не понимаете. Это в вашем мире этого не существует. У вас есть отдельно, например, какой-то сколиоз, как проблема сколиоза, боль в спине, как проблема боль в спине, грыжа, как грыжа. А вы не понимаете, вследствие чего образуются все эти как бы детальки пазла. А когда ты смотришь на это все через нейрофассальную модель, становится не то, что очевидно, а вот оно прям прямое следствие. То есть оно произошло здесь, а вот здесь перекрутило. И поэтому вот здесь вот так вот болит. И то есть ты видишь как бы все эти взаимосвязи и понимаешь, как в обратную сторону раскручивался твой клубок судьбы, клубок жизни. То есть ты такой, начинаешь такой понимать, ага, оказывается, вот я ходил там в школу, и у меня там в такое-то время начало падать зрение. Ага, оказывается, это не рюкзак был на правом плече, и типа из этого меня перекосило. А это, оказывается, психотравмы подавления перекрутили мне сзади, и пошло так. И то есть становится все очень очевидно и как бы под контролем. То есть ты понимаешь, что с этим делать и как распутать это обратно, а не как просто, знаешь, ходить вот тупо, не понимая, что делать, пить обезболивающие и ходить просто к разным специалистам, которые тоже не понимают, что с тобой происходит, и каждого специалиста зона, чтобы вот здесь не болело. Но такое в жизни не бывает, ребят, поймите. Мы расплачиваемся своим низким уровнем жизни, постоянным страданием. То есть мы расплачиваемся за это безумство, происходящее в мире, где не понимают, например, что если ты, будучи ребенком, как вот в обычно, вот просто, даже не нужно быть каких-то там в семье алкоголиков, маньяков, насильников. Нет, просто вот обычная среднестатистическая совковая семья. Вы вспомните, как было. То есть я вот прекрасно помню то время, я застал, я родился в Советском Союзе. То есть это было такое время, где как бы не спрашивали, что ты хочешь. То есть не было вообще индивидуализации никакой. То есть если сказали, что ты идешь в садик, ты идешь в садик. Если сказали, ты идешь в школу, ты идешь в школу. Если ты что-то в этой школе не понимаешь, тебя не спрашивали, понимаешь ты или нет. Мне не нанимали никаких репетиторов. Мне просто говорили, чтобы не было никаких плохих оценок.
И, соответственно, ты весь этот стресс несешь на себе. Понимаешь, не понимаешь, двойка, тройка, наказание, вот это вот все, прессинг, давление. Плюс, если мы выйдем на улицу, там еще хуже нахрен. Там вот эти вот понятия какие-то, зоновские. Контарь, законтаченный там. Вот это вот все. Не знаешь, с кем можно поздороваться, с кем нельзя, чтобы в какие-то отверженные не уйти. Потом чуть-чуть постарше стал. Школа вроде закончилась. Фу, слава богу, открестился. А куда дальше идти, что делать? То есть, типа, начинают спрашивать. А ты вот кем хочешь стать, что тебе интересно? А ты уже настолько подавленный, что ты не понимаешь вообще, кто ты, для чего ты тут находишься. Тем более у родителей нету денег, чтобы что-то тебе обеспечить. Ты идешь туда, куда можешь пойти там в твоем городе, вот в эту какую-то, знаешь, шарагу, вот в эту какую-то там колледж, или как это называется там, ну, короче, для работяг. То есть ты заканчиваешь с горя пополам на этого слесаря, тебе не нравится ни один день вот этого посещения учебы, тебе надо через силу. Только закончил, не успел диплом получить. Все, пора в армию. Ты уже в армии, тебя уже там бьют деды. Ты уже там просто маршируешь по 8 часов. Это гребаный ад. И вот это я рассказываю не какие-то фантомные вещи. Это вот первые 20 лет моей жизни. Прям вот я вам описал вкратце. Я бы мог и дальше продолжать, потому что там после той армии ты тоже открестился, демобилизовался. На завод работягой, слесарем по пылеугольной системе. Берешь кувалду, бабам, сверху это... на тебя черное, и ты уже едешь в автобусе вот это со смены, а у тебя волосы вот не такого цвета, а черные, и тебе говорят: о, Саня, ты что, перекрасился? И тебя просто это бомбит, потому что сколько можно идиотам объяснять, что это просто угольная пыль на голове. И то есть вот это за 150 евро в месяц, вот эта вот жизнь, это было вот первые там 23 сколько там года моей жизни. И это бы было, я уверен, до конца. Если бы вот не эти знания, это бы была просранная жизнь до конца, ребята. Потому что чудес не бывает. Ты живешь по этому внутреннему сценарию по слепкам. То есть в тебя это вложено. То есть ты буквально, вот понимаешь, продолжение своих родителей. Они вот так вот отмучились. Они тебя сломали. И ты живешь в таком же сломанном, покалеченном мире. И ты живешь вот в их правилах того, как хорошо и плохо. Ты что-то, может быть, и хочешь внутри. Но это несерьезно, это нельзя. Куда ты поедешь, ты не сможешь. Это не работа, это хобби. И вот такое начинается накрут. И ты сломанный. И ты в попытке выйти из этого всего, потому что плохо. Ты идешь, куда идешь? Ты идешь в алкоголь, потому что хоть это позволяет на немножко передохнуть, скрасить, и типа вот в момент опьянения тебе хоть немножко хорошо и весело, и ты как бы не напряжен. А потом, наоборот, выходишь из этого опьянения, тебе еще и похмелье, еще хуже, серуха, грязь. То есть это самый настоящий голимый ужас. И то есть я вот уверен, что то, что я сейчас перечислил, это не то, что мой только сценарий. Это, наверное, вот 70% зрителей, которые это смотрят, это вот ваш либо был сценарий, либо, что еще более вероятно, это ваш сейчас сценарий. И я уверен, что многие есть люди, которым даже не 22-23, а вам сейчас 40, и у вас этот кошмар продолжается, потому что вы так и не нашли этот ключ, как выйти из этого дурдома. То есть это было как раз второе нововведение. То есть я хотел вам эти теоретические научные знания соединить с реальным миром, с реальным опытом, чтобы вы понимали, для чего вообще вам это надо, для чего Александр тут сидит и рассказывает такие как бы умные вещи. Потому что это и есть, понимаете, это и есть выход тот из вот этого замкнутого круга. И вот все эти научные серии научного труда моего, нейрофасциальная модель поведения человека, это именно объяснение, как случилось так, как в твоем теле это случилось, дошло до того, что ты теперь потерял себя психологически, ты теперь живешь в тревоге, депрессии, в неверии, в комплексах. Я это объясняю на научном языке. И вот таким образом я провел мостик к тому, как это происходит в твоей жизни. Идем дальше. Поверхностный уровень фасциальной системы характеризуется высокой подвижностью, эластичностью и способностью к быстрой перестройке в ответ на внешние и внутренние воздействия. Благодаря богатой иннервации и близости к кожным рецепторам, поверхностная фасция играет важную роль в формировании телесного восприятия и интероцептивных ощущений. То есть смотрите, вот эта поверхностная фасция, она является очень динамичной, у нее очень сильный отклик. Если воздействовать на какие-то глубинные слои, например, на вот висцеральный массаж, то есть ты идешь вовнутрь, там какие-то спайки, да, там происходит определенная психологическая разрядка, да, там происходит облегчение, улучшение все физического состояния, это добро, это хорошо, я за. Но вы не понимаете, ребята, что вы вот таким путем, когда идете в глубину и работаете там, то вы получаете 20% результата при 80% затрат сил. А я вам говорю противоположный подход. Я вам говорю идти на поверхностный уровень
И там, наоборот, приложив 20% воздействия на этот поверхностный уровень, ты получишь 80% изменений в лице, эстетических, психологических. Вот представляешь, ты, например, сейчас вот стесняешься зайти в магазин и громко сказать «здравствуйте». Вот просто стесняешься, тебе как бы вот тяжело, у тебя внутри какая-то сила давит. Что происходит, когда ты снимаешь вот поверхностный уровень, вот эти нейрофасциальные капсулы? Ты просто снимаешь, эта разрядка происходит. Тот афферентный сигнал психотравмы, который был, он перестает подаваться в твой мозг. То есть простыми словами, давайте, чтобы вас не грузить. Простыми словами, ты проработал живот, ты ни слова не разговаривал ни с каким психологом, не делал никакие упражнения, аутотренинги, ничего. Ты просто проделал живот. Ты заходишь в этот магазин, и ты не понимаешь, что тебе мешало сказать «здравствуйте» громко, уверенно и четко. Понимаешь? То есть оно не происходит вот так, что ты что-то делаешь, вкладываешь усилия, какое-то такое победа, там такое. Оно автоматически. Ты, наоборот, не можешь понять, что, какая сила мешала тебе вот это делать раньше. Вот я за такую психологию, понимаете? То есть вот это и есть инновация, революция, когда недолго, нудно, через разговоры, вербальную методику, когда ты, а вот какие у тебя было в детстве отношения с мамой, а как вот это вот было, понимаешь? То есть идет вот туда в прошлое, страдания, лишняя информация. Для многих людей, как я в первой серии рассказывал, это неприемлемо по религиозным соображениям, по каким-то психологическим, как мне, потому что вот я такой человек как бы сильный, я не хочу перед каким-то непонятным дядей, тетей что-то рассказывать, какую-то херню. Никогда, просто потому что это против меня, это против моего нутра, это не мое, никогда такого не будет. То есть мне это неприятно, я такого не делаю даже там для близких, с ними не разговариваю о своих каких-то проблемах. А тут я еще пойду вообще к какому-то постороннему человеку, который на меня похрен, и он ждет просто, когда час закончится, чтобы пойти на обед. Ну, это абсурд. Я не понимаю, как вы это не осознаете. А здесь ты хозяин всего. Тебе не нужен другой человек, другой специалист. Тебе не нужно стоять в очереди. Тебе не нужно там какие-то чеки оплачивать гигантские. Ты научился один раз в жизни и стал себе просто мастером, автослесарем. И теперь до конца жизни ты можешь себе, своим близким убирать любые эти проблематики. Вот перейдите, вот есть специальная группа, у меня в Телеграме есть специальная группа. Там, во-первых, есть 12 постов, это там подробно рассказывается о моей методике обучения, как это происходит, как работает и так далее. И там один из разделов есть как бы обратная связь. И там уже сотни, просто бесконечные сотни обратной связи от людей реальных, вот, которые это все прошли. И вы просто почитайте разнообразие того, что происходит. Вы почитайте силу воздействия. Вы посмотрите, какое вообще уважение и лояльность людей под моими роликами. Вы посмотрите, как ко мне относятся люди, которые когда-то отучились, например, в Иркутске. Вот ребята присылают мне уже который раз ролики. То есть там человек один, который отучился у меня на код фасции, он открыл кофейню. И я это пишу в группе, что типа вот горжусь этим человеком. Был на работе, на заводе работал человек, перешел, открыл кофейню, довольный, все красивый, ну успешный, молодец, красавчик. И к нему уже один человек приходит, типа спасибо, Александр, ты спас нам жизнь, уважение тебе, Ирине, все-все-все. Второй человек, то есть уже получается из Иркутска 3 человека, вот так это все присылают. Вот вы понимаете степень этой лояльности, то есть это для современного мира, это невероятно ценно, чтобы люди не просто как-то что-то отучились и типа до свидания, а они настолько тебя уважают и ценят, что спустя там полгода, год, они записывают тебе видеосообщения, присылают и так далее. То есть я считаю, что это высшая ценность для продукта и для тебя, как для человека-специалиста. И то же самое я могу сказать и в обратную сторону, от меня в сторону ребят, которые ко мне приходят. То есть я вообще не знаю таких людей, которые настолько фанатично относятся к своему делу, как к своему ребенку. Прям, понимаете, вот с утра до вечера, 24/7, без дня рождения, там, Новый год, ничего. У меня этого ничего нет. Я работаю каждый день на протяжении уже многих лет. Потому что для меня работа, это не то, что вот вы называете работа, что приходишь, быстрее бы время отстучало и свалить домой на диван упасть. А для меня это и есть жизнь. То есть как-то я вот в этом чувствую вообще смысл, наполнение, насыщение, изменение мира. То есть это и есть я, оно неотделимо. И когда, естественно, то есть мы выстроили так всю эту систему, что ты приходишь, индивидуальное обучение, ребята, индивидуальное. Это значит, что в группе ты, наш эксперт, я и Ирина. То есть мы, получается, втроем тебя просто окутываем. Мы тебя ведем по программе. Ты присылаешь обратные связи проработанных зон. Мы объясняем, как правильно, как неправильно, где ошибка, где-то мотивация, где-то то. То есть у тебя нету шансов даже как-то вот увильнуть в сторону. Потому что раньше, когда там, знаете, вот были распространены там потоки, там всякое такое. Нет, это не работает.
Индивидуальность, нет ничего выше, как репетиторство, индивидуальность. То есть до результата ты реально вот просто, у тебя нет возможности как-то, знаешь, что предать себя, как-то сбиться с пути. То есть ты просто идешь под ручку, это знаешь, как вот в гору, куда-то на Эверест, а мы вот, знаешь, как вот эти вот рикши, которые тащим твои сумки, баулы и даем тебе эту кислородную маску, чтобы ты дышал, дошел и сверху такой, я на Эвересте. А сам ты не дойдешь, потому что сил не хватит, собьешься, там, упадешь и так далее. То есть, ну вот как-то примерно немножко похвалился, потому что, ребята, есть за что. Это искренне, это честно. Идем дальше. Функциональная поверхностная фасция может рассматриваться как первичный адаптационный слой, обеспечивающий быструю реакцию организма на изменения внешней среды, эмоциональные стимулы и стрессовые факторы. Именно на этом уровне происходит первичное перераспределение напряжений, связанное с активацией автономной нервной системы, а также формирование кратковременных защитных реакций. Здесь мы входим уже вот в такое поле серьезной как раз сути моей вот этой концепции, моей нейрофасциальной модели. Наша психика с физикой неразделима. У меня вот в телеграм-группе, зайдите, буквально вот вчера, я выкладывал такое видео, где человек по телефону разговаривал с мошенниками телефонными. И то есть вот я объяснял ребятам голосовыми, что поймите, он разговаривает по телефону, его мошенники не видят, то есть он бы мог как угодно просто брать и разговаривать. А он себя выдает за такую тревожную бабушку. И вот самое главное, то есть для того, чтобы стать тревожной бабушкой, для того, чтобы реально постигнуть это вовнутрь, голос включить, вот это вот все, он просто вот этот вот слепок лица, прям мимика, сжатые эти все штуки, он это неосознанно делает. Потому что, чтобы воспроизвести какое-то свойство, какой-то вот, понимаете, как слепок психологический, для этого нужен слепок физический. Это называется в моей концепции психоэмоциональный рефлекс. Так вот, у всех психотравм, особенно в детстве, когда ты еще чуткий, то есть на тебя идет вот это давление психологическое, и ты хочешь, не хочешь, волей-неволей ты как бы защищаешься от него. То есть ты включаешь психоэмоциональный рефлекс стресса, страха, ты как бы заворачиваешься, шея идет вперед, плечики подаются вперед, ты закрываешь все самые важные жизненные органы, ты прижимаешь шею, потому что этот как бы стресс, он подразумевает, что это может быть и физиологический стресс, там, взрыв, удар и так далее, то есть ты пытаешься спрятаться. Но так как в нашей жизни стресс имеет больше форму такую, что именно какого-то психологического затяжного давления, то есть стресс, дистресс, дистресс, дистресс. Как я вам говорил, да, в школу идешь, давит, во двор выходят, давит, дома там родители не понимают. И вот это все получается стресс на стресс на стресс. И вот в результате этот психоэмоциональный рефлекс стресса, страха, он как бы тебя заворачивает. И вот этот вот временный рефлекс напряжения, расслабления, он становится твоей новой конституцией. То есть фасция из функционального такого напряжения изменилась и превратилась в структурное изменение тканей. То есть это, по сути, стал новый ты. Но так как я вам говорил вот с этими телефонными хулиганами, мошенниками, что для того, чтобы чувствовать так, нужно как бы стать этим физически. А тут получается, представляешь, ты физически стал этим страхом, стрессом и тревогой. И почему ты теперь удивляешься, что у тебя в голове это тревога, стресс, страх, напряжение? Потому что психика и физика это одно и есть. Оно живет внутри тебя в этой фасции. Фасция передает сигналы в твой мозг. Мозг как анализатор ловит это и запускает биохимию, и цепочечка срослась. И то есть это и есть нервная система. А наша вот поверхностная фасция, она является как бы физическим воплощением нашего подсознания и связана с этой автономной нервной системой, которая запускает автоматические реакции, там, дыхание, вот это изменение биохимии и так далее. То есть, понимаете, это все начинает срастаться в одну стройную, понятную концепцию, модель. Теперь это не отдельные разрозненные вещи все, они вот так вот устроены. И понимая вот это все по полочкам, просто вот первое занятие так, второе занятие так, третье так, четвертое так. Труд этот прочитайте, если у вас хватает компетенции до конца. Там невозможно ничего, не опровергнуть ничего, потому что там каждое слово ложится на слово. Там нет какого-то двоякого трактования. Там просто раз, два, три, четыре, пять, и ты просто идешь и понимаешь, вот оно, наконец-то, Господи. Сколько можно было как бы вот до этого идти, прятать от людей. Вот оно. Когда говорят, стресс убивает. Почему? Вот почему тут объяснение. Когда говорят, что психика и физика на одной веревочке. Почему? Вот почему через поверхностную фасу. И то есть тут все, понимаете, кладезь.
Просто другой вопрос, что обычный человек среднестатистический, у которого нет компетенции, он там не профессионал, ему чуть-чуть тяжеловато, он как бы это читает и как-то в одно ухо входит, в другое выходит. Для этого как бы я здесь и сижу и перевожу вам на простой человеческий язык. И поэтому как бы я, осознавая это, и создал проект «Код фасции», в котором мы вот на этом языке не разговариваем. Там мы говорим именно на русском языке, на человеческом. Типа вот пальцы, вот эта вот область под грудью, вот здесь зону, взяли вот так, потянули вот так, сильно там 30 раз, по часовой, против часовой, сколько ждать, что где, что думать при этом, какие ключевики и так далее под ключ. И просто там невозможно как бы не ошибиться, не справиться, потому что справится даже ребенок, справится любой человек, который понимает русский язык. И даже скажу больше, у меня уже есть вот в этом месяце первая гордость. Первый англоязычный человек, вы только послушайте, англоязычный человек, женщина из Люксембурга, живет в Люксембурге. То есть она говорит по-английски. У меня код фасции обучения даже не имеет субтитров английских. Человек нашел это у англоязычного блогера в инсте, то есть увидел эту методику, перешел на YouTube канал, а на YouTube, да, у меня есть субтитры на испанском и английском. То есть вот эта женщина Ванесса, она настолько втянулась и поняла, что это настолько ценно, настолько как бы, невероятно, даже в мире такого аналогов нет, что она пришла на обучение, она слушает русское обучение, переводит через чат GPT и слушает, читает, точнее, вот текст по-английски. То есть вы представляете вообще ценность этого всего, на что идут люди, а вы русскоязычные, вам все просто вот на блюдечке, на, бери, сделай, повтори. И как можно так кощунственно к себе относиться и просто это игнорировать, эту возможность? Благо, что меня реально очень радует динамика. Я вас благодарю прям, ребята, за то, что вы приняли вот этот формат научного труда, за то, что вы такие классные, вы пишете. Спасибо, Александр, очень интересно, гениально. То есть вперед, вперед, вперед. То есть я такой обратной связи не видел вот за 8 лет существования канала. Мне реально интересно. Мне хочется вам объяснять. Я прям горю. То есть если раньше я записывал ролики, потому что отчасти это как бы работа и нужно говорить, то сейчас это прям, я как бы вот иду просто, потому что мне это в кайф. Мне прям хочется вам объяснить каждую детальку, как она вот взаимодействует и так далее. И то есть вы созрели, вы лучшие ребята, вы впереди всего мира, потому что не понимают, таких знаний не открыто. Мы хоть в чем-то, слава богу, русскоязычный мир, русскоязычный эгрегор, хоть в чем-то мы реально сейчас впереди. Хорошо, ребят, молодцы, мы сегодня вообще здорово поработали, проработали еще одну страничку нашего труда, еще глубже чуть-чуть поняли, что вот оно закопано в поверхностной фасции, а глубинная — это совсем другая штука. И в следующей серии мы поговорим именно о глубинной и еще больше вот сделаем противопоставление вот этим двум слоям. То есть я вам все подробно расскажу, подписывайтесь, поставьте колокольчик, чтобы вы не пропускали эти серии, потому что YouTube, он такой, знаешь, умный, типа, считает нужным, когда вам рекомендовать, а когда нет. Вот я очень часто недоволен, то есть я люблю определенных блогеров, и он мне не советует его. Я потом захожу через месяц, вспоминаю об этом человеке, а у него уже вышло 3 серии. Я думаю, какого хрена ты за меня решил, что я не хочу смотреть этого человека? Вот чтобы такого не было, поставьте колокольчик, и каждая вот серия именно научного труда будет выходить, и вы сразу же будете тут же смотреть, тут же обучаться, идти дальше, идти глубже. Также я вам обещал дать официальный сайт, там трейлер, все рассказано, объяснено, идет сравнение, например, вот этой вот нейрофасциальной методики, код фасции, со всеми другими там практиками, специалистами, Райх, Лоуэн, Фрейд, любые там штук 10 я самых таких популярных, на которые говорят типа, так это же вот как Уиды Рольф Рольфинг, это же как то. Я говорю, ребят, если бы это было так, я что, дурак свою жизнь посвящать тому, что уже сделано, и еще об этом говорить так, и, как-то вы просто нереалисты, ребят. Поймите, то есть я знаю, что это такое, и я знаю, что я создал. А вы знаете что-то такое, но не знаете, что я создал, и делаете выводы. Так у кого, получается, компетенции в данном вопросе больше? То есть изучите, а потом делайте выводы. Только вот вопрос в том, что после того, как вы изучите, у вас уже не будет вот такого наезда и гонора, типа, кто ты, что ты создал? Вы скажете, ничего себе, Александр, как ты вообще это сделал? А я скажу, что я просто человек, который провожу это все. Я сам понятия не имею, потому что когда я был вот молодой и рассказывал вам про всю эту жизнь тогда, вы думаете, хоть на 1% я думал, что я вообще буду жить такой жизнью, работать там селебрити, заниматься тем, чем я занимаюсь, будучи обеспеченным, как бы даже более чем обеспеченным человеком, заниматься любимым делом, писать научные труды, писать книги. Это как бы фантастика, да, но это реальность, потому что этот потенциал был закопан у меня в грязи. Как понимаете, бриллиант в грязи зажимов вот этих всех нейрофасциальных капсул. Когда я отмылся, оказалось, что ядро очень даже такое драгоценное, на которое я нарастил уже вот эти все знания, компетенцию, и пошло-поехало. И вот то же самое происходит с каждым из вас. Ты можешь быть гениальным художником, ты гениальным певцом, ты актером,
Ты должен придумать новый формат, вообще новый металл, который будет там не гнуться и прочный, не ржаветь. Ты будешь архитектор, который будет создавать, как Гауди, какие-то невероятные здания. Но сейчас ты просто никто, понимаешь, и никем можешь и остаться, потому что тебя просто сломали, задавили, и ты не веришь ни в себя, ни в жизнь, ни в других. Ты даже не веришь, что у другого человека может получиться, потому что ты смотришь как бы через свою внутреннюю жизнь, а внутри у тебя полная безнадега. И ты вот эту безнадегу как фон цепляешь и думаешь, да куда, Александр, тут что-то получится, кто он такой? Нет, понимаешь, то есть это не так работает. То есть ты видишь мир вокруг такой, какой он у тебя внутри. Ты это все исправишь, ты и в меня поверишь, и в себя поверишь. И станешь просто счастливым, позитивным человеком. Потому что всегда будьте, ребята, реалистом. То есть вы же видите, что у человека получается, что человек хорошо выглядит, человек счастливый, человек как бы раздает этот огонь, страсть. И посмотри на себя в депрессии, в том. То есть, может быть, нужно послушать, что человек делает, взять этот спасательный круг и выплыть, а не утонуть. Ну, то есть, конечно, жизнь ваша, выбор ваш. И я всегда говорю, я за свободу даже в полном ее проявлении. Ты имеешь делать право все, что хочешь со своей жизнью. Но я также имею право все, что хочу делать со своей и стараться помочь, то есть передать вам этот спасательный круг, а вот возьмете вы его или нет, это уже ваш выбор и ваше право. То есть поделитесь, пожалуйста, в комментариях, идет вот у вас какое-то понимание, отклик. Вообще вот мы уже сегодня 5-я серия, сформировывается потихонечку, получается у меня доносить, у вас как-то в голове уже идет вот этот вот рост и понимание обрисовки картины. Я буду видеть это, на самые интересные вопросы я еще отвечаю в группе у себя в Telegram, да и вообще, в принципе, это мне помогает, вот благодаря вам я понял, что нужно вот давать примеры из личной жизни, то есть вот это вот как бы все благодаря вам. И я хочу делать еще лучше и вас, и себя, и мир. Будьте здоровы, берегите себя. Пока.